что такое астрологическая совместимость, вот, о чем это, для чего это нужно. Прежде всего, астрологическая совместимость нужна для того, чтобы понять, насколько гармоничными или не гармоничными могут быть отношения между данными двумя людьми. Это могут быть как отношения мужчины и женщины, но также партнеров по бизнесу, подчиненный начальник, дети, родители и так далее. С помощью астрологических техник можно избежать многих проблем и с сотрудниками, и в семье. Поэтому эта техника, собственно, которая может сэкономить время и нервы. Да, greetings from India, greetings from Ukraine. Что прежде всего хочу сказать о том, что есть очень много мифов с этим связанным. Прежде всего, очень много ожиданий, которые на самом деле ничего общего к астрологии не имеют. Например, так называемая совместимость по знаку зодиака. Это, например, там, я не знаю, весам должны обязательно нравиться там близнецы, а вот там, например, с раками у них ничего не получится, или с овном тем более. Спешу сказать, что это далеко не так. На самом деле знак зодиака человека определяется Солнцем, которое находится в этом знаке, но кроме Солнца существует еще очень много планет, которые учитываются в астрологии в данном вопросе совместимости в том числе. Поэтому люди намного сложнее, чем одна только планета, чем только одно Солнце. И верить тем гороскопам, которые публикуются в СМИ, чаще всего, я думаю, что, скорее всего, не стоит. Читать их можно, но всерьез воспринимать, как бы, ну, дело каждого, но делать какие-то выводы я бы не стала. Кроме того, не стоит ожидать таких ответов, как вы идеально совместимы, вот вы там такая прям пара, или вы вот совсем друг другу никак не подходите, и ужас, и кошмар, и вообще вам больше друг другу не подходить. На самом деле таких категоричных выводов никогда не стоит делать, потому что если Вселенная решила вас свести вместе, познакомить друг с другом, и для чего-то же это произошло. По моему глубокому убеждению, каждый человек, который встречается в нашей жизни, привет, вижу, одноклассники мои уже здесь, хоть кто-то понимает русский, приятно вдвойне. И каждый человек, которого мы встречаем, это наш учитель, и если для чего-то сошлись, значит, это для чего-то надо. Другой вопрос, насколько глубоко и всерьез эмоционально входить, да, в эти отношения, особенно если это касается мужчины и женщины, стоит ли это вообще делать и чем это может обернуться. Вот на этот вопрос астрология ответить может. Но в плане каком не обязательно там, да, ну, бывает, конечно, разные ситуации, но не всегда нужно прям вот убегать от человека и говорить, что вот у нас там гороскопы не сошлись. Далеко не так, можно продолжать общаться, ну, например, там, создавать семью уже с этим человеком, тут уже стоит подумать. Есть, кроме того, такой момент, что бывает, попадаются очень хорошие, да, вот казалось бы, два гороскопа, там вот астролог смотрит, у них там вроде бы как очень много положительных моментов, и все замечательно, но есть обстоятельства жизни, которые нужно учитывать в первую очередь. Какими бы ни были два замечательных гороскопа этих двух людей, но все-таки здравый смысл никто не отменял. Например, если двое живут на разных континентах, при этом один, например, там студент, мужчина, он еще не работает, он учится, а женщина на другом континенте и старше него, например, и у нее там уже есть дети. И вот тут мы понимаем, что у них замечательная, чудесная синастрия, два гороскопа смотрим, все замечательно, но реально, когда может произойти их встреча, вообще она может произойти, вроде бы как какие-то намеки в карте, да, вот астрологической есть.
Но если мы понимаем, что человек на другом континенте еще не зарабатывает, соответственно, приехать быстро он не сможет, и ждать его годами, там, переписываться, ну, такой скользкий момент, стоит ли это делать, в любом случае это нужно понимать. Поэтому вот такие вот моменты, идеальная там синастрия или нет, это тоже такой вот момент скользкий, да. Кроме того, очень важный момент, не стоит ожидать, что астролог прямо вот примет за вас решение и скажет, вот делайте вот это, вот это вот. Ни в коем случае, никогда и ни в любой ситуации перекладывать ответственность на другого человека за свою жизнь, этого делать нельзя. Астролог, нормальный астролог, он вам может сказать, что есть такие варианты развития ситуации. Там может пойти вот так, может пойти вот так. Может быть там два, может быть несколько, их, как правило, всегда больше. Ну, не всегда это так прям явно.